Намаскарам, друзья! Сухое голодание. 36 часов без единой капли воды. Сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами исключительно моим опытом, моим видением и моими переживаниями, ощущениями того, что происходит в этот момент. Этим видео я никого не призываю проходить сухие голодания или еще что-то. Почему? Потому что для того, чтобы приступить к таким практикам, конечно же, необходимо поддерживать свое тело в очень хорошем состоянии. Это должна быть либо практика йоги, либо практика цигун, либо же другие практики, которые дают возможность вашему организму правильно усваивать пищу и правильно выводить пищу. Ибо же, если мы в наши тела засовываем какие-то тяжелые продукты, которые дают достаточно много интоксикантов, и они хранятся все в кишечнике, то, конечно же, сухое голодание может стать реально серьезной проблемой. Поэтому я лишь в этом видео хочу поделиться тем, для чего это делаю я, как я это делаю и какие эффекты я из этого для себя достаю. Ибо же в этом мире самое главное и самое важное, к чему нам нужно прийти, это уравновесить баланс того, что мы в себя помещаем, начиная от еды и заканчивая информацией, и то, как мы это перерабатываем, и то, что из этого получается. Так вот, сухое голодание на 36 часов без единой капли воды дает мне совершенно конкретно. Первая моя цель – это ощущение того, какие в моем теле есть границы. Проходя физическое тело, я могу прикоснуться к следующим телам. Ведь когда я делаю ограничения для своего физического тела, автоматически я могу достучаться, и идет отклик от психического тела, первого тонкого, которое говорит: дружище, 3 дня в день ты даешь обычно нам наслаждение, ведь еда это же наслаждение, это наркотик в некотором смысле. И сейчас ты все это отключил, и даже воды не даешь для того, чтобы произвести какие-то там необходимые вещи для метаболизма, перерабатывания того, что я съел вчера. Что происходит? И этот отклик мне очень интересен, потому что я вступаю в диалог с самим собой. Я копаю глубоко, и в принципе можно докопать через такие техники. Вы знаете, что у нас в клубе есть и 1-дневное, 3-дневное, 7-дневное голодание на воде, которое мы даем для широкой аудитории, проводим марафоны. Но сухие я делаю только сам. Я не даю их ни на какую аудиторию в силу того, что необходимо, чтобы было подготовлено и тело, и сознание. Возвращаясь к качеству питания и подготовки тела. Когда у тебя тело действительно подготовлено, и ты съедаешь, вот как 2 пригоршни у тебя в ладошке помещаются, вот столько еды ты съедаешь, и тебе хватает для того, чтобы насытить свое тело до следующего приема пищи, а между ними должен быть промежуток минимум 4 часа, и ты не чувствуешь голода, и все отлично, все хорошо, тогда, значит, твоя метаболическая система работает нормально, и ты можешь идти в сухие голодания. Сразу такой тон, как вроде я запугиваю. Нет, я просто объясняю, как я к этому пришел, ибо же я это делаю уже более 15 лет. Изучаю свое тело, ставлю эксперименты и смотрю, что из этого получается. В этом видео я такую сжатую вам хочу дать информацию. Итак, когда мое тонкое тело, то есть психическое первое, которое эмоциональное, говорит мне о том, что что-то не так, давай что-то с этим делать, конечно же, я получаю бесценный опыт. Он увеличивается сила воли. Сила воли – это то, что дает нам возможность жить и действовать, и получать желаемые результаты. Потому что я говорю о том, что я беру под контроль мыслительные процессы. Ведь именно ум хочет наслаждаться. Бактерии в кишечнике говорят о том, что мы хотим получить определенный вкус, сладкий, соленый и прочие дела, давай оформи нам это. И здесь я над ними ставлю контролирующую функцию, настолько жесткую, что даже не даю воды. И сразу же мое тело дает отклик о том, что это сильный стресс для организма. Я проваливаюсь в тонкое и в тонком разбираюсь. Какие проблемы? Что? Почему я не могу? Кто мне запрещает? Это сильный, глубокий диалог с самим собой. Сейчас я дальше вам расскажу, что я делаю. И если ты правильно все это делаешь, ты можешь достучаться до каузального тела. Каузальное, простыми словами, это кауз, причина, почему ты сюда возродился, почему ты воплотился в этих условиях, в этом мире и в это время, когда вокруг войны и безумие происходит. И вот когда ты сможешь туда добраться, у тебя через определенные техники, у нас есть тоже техника очищения 5 первоэлементов, из которых мы составлены, и причина нашего рождения в таких телах, с этими болезнями, с этими желаниями. Именно голодание сухое дает тебе трансцендентный опыт добраться туда, до казуального. Итак, первое, для чего я это делаю? Цель. Я это делаю, голодание сухое, для того, чтобы узнать границы своих тел.
физического и тонких. Только что рассказал, какие они. Плюс ко всему это дает мне возможность, как результат, расширить диапазон восприятия. Я понимаю, что я могу пропустить какой-то прием пищи, если это необходимо, а в ведической традиции очень часто, да и в других традициях, нужно поголодать, поддержать пост, и у меня тогда не возникает лишних вопросов изнутри. Ой, давай там съедим что-то, ой, давай пропустим. Нет, у меня есть сила воли, которая развивается через такие шаги, через такие тренировочные шаги. Второй, для чего я это делаю, смысл, это то, что я хочу сделать буст своему духовному развитию. Буст означает дать пинок, простыми словами, мощный пинок. В повседневной жизни сложно вырвать себя из каких-то процессов и почитать духовное писание, углубиться, сделать медитацию 3 раза в день и прочие дела. Когда ты делаешь ограничения для себя, наш ум и вся наша система так устроена, что мы автоматически переключаемся. Например, когда ты голодаешь, у тебя не возникает сексуального желания. Если возникает, значит, что-то уже совсем нехорошо с психикой. Почему? Потому что твой организм автоматически убирает все варианты наслаждений, и он считает, что необходимо переключиться в режим выживания. Это очень классный режим, это прям базовые настройки, в которых я могу корректировать через ощущения. А что произошло? А как я себя чувствую, а почему интенсивность в мышцах уменьшилась, а как мне ее увеличить, а как мне поработать с гибкостью. Я провожу занятия по йоге, например. Да? Когда я голодаю, я не отменяю ничего. Я наблюдаю, как реагирует мое тело. Я смотрю, какой у меня ресурс. И я не ушатываю его так, чтобы он потом просто отключился. Я иду очень тонко и осознанно. Дальше я расскажу, как я делаю, прям всю свою рутину по 36 часам вам расскажу. Следующее – это, конечно же, физическая помощь телу. То есть у меня всего 3 цели. Первое – это изучение глубин восприятия себя. Второе – это духовный буст, то есть себя толкнуть, дать возможность мне, освободить мне времени для духовного развития. И это прям… Дело в том, что когда на воде голодаешь, там физическое включается в основном, но не включаются очень глубокие паттерны духовного восприятия того, что мы все являемся одним целым, что нужно заботиться о земле, нужно заботиться об этом пространстве, не только под себя грести. А когда ты ограничиваешь себя, ты начинаешь слышать по-другому пение птиц. Ты чувствуешь ветер по коже. У нас все органы чувств, они настолько обостряются. Это, конечно, больше всего я чувствую, когда у меня проходит там 7-10-дневное голодание на воде, но вот сухое за один день мне, в принципе, возвращает к этим ощущениям, потому что сухое это умножить на 3. Ну и понятно, что помогаю физическому телу оздоровиться. Я видел много комментариев, писали о том, что вот был кадыши, который нирджала, это значит без воды, которое означает, что если ты будешь без воды находиться 36 часов, ты перекроешь, получишь, по сути, благословение или ту психическую энергию, которую бы ты мог получить от всех 23 экадышей, которые есть в году, что в месяце по 2 экадыши. То есть один раз ты его сделал и на сухую. Но не всем оно доступно. Еще раз повторюсь, не всем. Нужно подготовить тело, нужно подготовить свой ум и понять, для чего ты это делаешь. Тогда все будет получаться просто бомбически. И этот опыт вы никак не можете получить, именно вот такой опыт глубины и физического тела, и тонкого тела. Ибо же вода, в ней же очень много информации. И когда в твою систему не попадает, потому что вода любая из крана, хоть очищенная, хоть отфильтрованная, хоть 100 раз какая сделанная, в ней все равно есть, ведь это флешка. Это огромное. Почему наша планета покрыта океаном на 3/4? Потому что это память всех наших воплощений в этой Вселенной, на этой Земле, в воде. Когда мы пьем воду, в нас попадает дополнительно какая-то информация. А когда я не пью, я останавливаюсь, я как бы в вакуум попадаю, в свой внутренний мир, я там начинаю разбираться. Вот это очень глубокая история. Опять же, повторюсь, не всем доступно, к ней нужно подготовиться. Как? Сейчас вот расскажу свою рутину, как я это делаю, свой график последовательно, что я с этим делаю, для чего я это делаю. Первое. Вечером, когда я знаю, что мне необходимо пройти будет 36 часов без воды, первое, что я делаю, это я ментально настраиваюсь. Целый день я даю себе какие-то мотиваторы о том, что вспоминай, как было классно, вспоминай, как перезагрузились рецепторы, вспоминай, как глубоко шла молитва, вспоминай, насколько сильная была медитация. Давай, доставай из своей памяти, из тонких своих тел, доставай. Хочешь еще раз это попробовать? Давай, впереди есть 36 часов. Ты сможешь это сделать. Разгреби свои физические дела, ограничь встречи с людьми. Я не встречаюсь с людьми, когда я делаю 36-часовое голодание. Я не обмениваюсь с людьми информацией. Я закрыт, я в своем коконе. Я так распространяю, я разделяю свои дела, чтобы я мог
пройти это правильно. Легкий ужин. Это означает, что это только тушеные овощи, все. И он не позже, чем 7 часов вечера. Потому что там, когда закат солнца, ослабевает пищеварительная система, она уже не выделяет необходимое количество ферментов, и все уходит в кишку, и потом 3-6 часов у тебя там лежит. Поэтому легкая пища до 7 часов, тушеные овощи. Все. Ментально настроился, помолился, отошел ко сну. На следующий день я, так как есть 3 завтрак, обед и ужин, времени освобождается, ну, как минимум, это 3 часа освобождается. Что я делаю? Я делаю замещение. В эти дни я, например, еду плавать в бассейн, или же, например, я еду на массаж. Что-то из этого я выбираю. Или катаюсь на велике, или провожу занятия йоги дополнительное, или что-то делаю, я делаю замещение. Или гуляю просто по лесу или по горам, в зависимости от того, где я там нахожусь в этот момент времени. Обязательно нужно делать замещение. Играй на инструментах, все что угодно. Ты это время можешь посвятить посещению храма, тоже великолепно и чудесно работает. Второе, что я делаю? Обязательно я увеличиваю количество садханы. Например, если я читаю мантру только утром, в обед и вечером, то я увеличиваю количество кругов. Я читаю утром, я читаю в обед в 2 раза больше, дополняя какие-то специальные мантры, которые связаны, например, Гаятри мантра или еще что-то. И целый день я обязательно читаю или слушаю какие-то писания духовные, которые рассказывают о трансцендентных играх Всевышнего, Творца, о том, как Он здесь все это создал, для чего все это здесь создано. И это находит такой глубокий отклик в моей душе, в моем сердце, что когда в обычный день я принимаю еду, она сразу же сменяет фокус на переваривание, на всякие процессы, а тут ты полностью сосредоточен. Ты слушаешь лектора или своего гуру, и все, и ты растворяешься в этом знании. И его невозможно получить, этот опыт, в обычном жизни, потому что тебя растаскивает. Также я делаю изменения паттерна своего распорядка дня. Если обычно у меня это приезд на работу, что-то я делаю в офисе, там провожу какие-то занятия, вечером там провожу с семьей, смотрим там какие-то обучающие фильмы или там играем в какую-то игру, что-то такое вечером мы завершаем и уходим ко сну, то в этот день я делаю, слом, я меняю, я могу перепрошить то, что я хотел. Ну, например, я обязательно вечером сажусь в медитацию. И я хотя бы провожу там 15-20 минут перед сном. Я вечером не смотрю фильмы или какие-то раздражающие вещи, которые, даже если это обучающие фильмы по моей тематике, там и все там духовное и все остальное, нет. Или слушание текстов. То есть я переключаю свое сознание на другие вибрации. Мой мозг начинает работать в других волнах, на других волнах. Это очень важно. И вечером супер важным является для меня подведение итогов. Как я переживал, какие были ощущения, слышал ли я пение птиц, если я был возле воды, например, как я ощутил касание водопада. Ну, то есть все вот эти вещи я внутри себя проживаю. Знаете почему? Потому что Творец через мои органы чувств, он очень тонко начинает воспринимать это все. И это бесценный дар, который ты можешь дать Творцу. Это то, как ты можешь служить Творцу. Это великая техника, которая действительно можно ее назвать и можно ее сравнить. Она, по сути, и является Ишвара Пранидхана. То есть, когда ты все, что с тобой происходит, упаковываешь и отправляешь Творцу для того, чтобы именно Он наслаждался тем, что происходит через твое тело, а ты остаешься наблюдателем. Это еще один важный момент, который я делаю именно с сухим уменем. Ну и, конечно же, когда я обычное голодание делаю, больше 7 дней на воде, например, у меня тоже такие переживания есть. Но сухое — это буст, это в 3 раза мощнее. То есть 1 день сухого — это 3 дня на воде. Ну и выход. Как происходит выход? Когда утром я просыпаюсь я достаточно рано, до восхода солнца, я обязательно выпиваю стакан воды. Все. Я распаковываю свою систему, и после этого я начинаю читать мантры, после этого я медитирую. И эта медитация, которая происходит после такого голодания, она ни с чем ты ее не спутаешь. Это погружение в нечто неописуемое. Я даже не буду описывать, что это. Это нужно каждому свое пережить и ощутить. Я просто поделюсь, что я за этим охочусь. За этими состояниями и за этими переживаниями. Затем я завершаю свои практики духовные, делаю что-то со своим телом, какие-то упражнения. И, конечно же, потом завтрак с семьей, радостный. Но самое важное — это то, что когда ты пьешь что-то
жидкая, ты ощущаешь, что там память всей Вселенной. Там переживания, эмоции и знания всех предков, которые до этого что-то делали на этой земле, именно в воде. Потом соки начинаются, еще что-то, это уже такое другое, по органам чувств идет оно. А вот именно вода, когда ты выпиваешь ее, это кайф полный. Друзья, я постарался рассказать максимально то, что делаю я, как я это делаю. Надеюсь, это было полезно. Еще раз подведу итог. Значит, перед тем, как заходить на 36-часовое голодание, ты должен хотя бы полгода позаниматься какими-то практиками. Йогой, теннис, бег, плавание. То, что твою систему заставляет нормально работать. Чтобы у тебя работала хорошо лимфа, что она выводит токсины, чтобы у тебя кишечник нормально включался и прочие дела. Затем, когда ты к этому подготовился, и пройти хотя бы несколько экадышей, которые просто на воде, ты там проходишь 36 часов или там с овощами, например, да, пройти несколько экадышей, чтобы твоя система поняла, что будет происходить приблизительно. Затем ты ментально себя настраиваешь, легкий ужин, на следующий день замещение этих промежутков времени на какие-то духовные дела, на какие-то интересные дела, на то, что не похоже на твою обычную рутину. На следующий день, в конце дня ты регистрируешь все, что произошло. Это очень важно, регистрировать то, что произошло, сесть и прям записать даже себе. Затем утром божественный стакан воды. И самое важное, на следующие 24 часа я удваиваю количество жидкости, которое я пью. Именно чистой, теплой воды, даже горячей такой, там, ближе к 45, там, 50 градусам. Потому что моей системе очень быстро нужно восполнить его. Иначе она продолжит из кишечника доставать и вместе с токсинами. Это плохо. Поэтому я много воды пью. Я себе ставлю таймер. У меня есть фитнес-трекер, который мне показывает каждые 30-40 минут. Он у меня срабатывает и говорит: несколько глотков горячей воды. Несколько глотков горячей воды. У меня стоит термос, вон там сейчас пойду попью. На этом все. Пересылайте, делитесь, если кому интересно. Пишите, поделюсь опытом глубже и расскажу, если необходимо. Намасте.